Добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня у нас будет интересный мастер-класс и очень необычный по плетению объемного жгута. Он у нас держит форму, как видите, мы его дополнительно с вами будем укреплять. Схема у нас несложная, все очень просто. Давайте приступим к плетению. Заранее хочу предупредить, что нам понадобится дополнительный карандаш и небольшая веревочка, либо же обычный провод. Все, что хорошо гнется и держит форму, диаметром примерно таким же, каким вы хотите сплести ваше колье. И плюс еще немного с каждой стороны, чтобы завязать, вам было удобнее. Ну что же, а теперь давайте уже приступим к плетению. Ну что, для работы нам понадобятся нитки. Я взяла вот такой вот Love. Это 70L. Оттенок у меня шоколад. Нам также понадобится 2 челнока, так как схема у нас будет состоять полностью из комбинированных колец. Для начала мы должны связать концы ниток. Вы, кстати, можете взять, например, разные оттенки ниток в работе. И потихоньку начинаем плетение. Первое колечко у нас будет... Начинаем плести первую сторону. Первая сторона у нас будет состоять из 8 узлов. Заправляем кончик нити. Итак, мы сплели первых 8 узлов и плетем 4 пико 4 уже другим челноком. Помним, что вначале мы начинаем плетение с обратного узла. После этого колечко можно затянуть. Далее плетем следующее, точно такое же кольцо. Всего мы должны сплести 4 таких одинаковых кольца. То есть с одной стороны мы плетем, получается, 8 узлов, а с другой стороны 4 пико 4. После этого мы начнем аккуратненько уже собирать наш жгут. Для этого мы смотрим, с какой стороны у нас есть пико. Теперь пико у нас, кстати, будет с двух сторон. Мы будем плести 4 пико, 4, переворот, 4 пико, 4. При этом мы еще будем соединяться. Теперь я покажу, каким образом мы будем соединять работу. Со стороны, с которой у нас есть пико, мы смотрим, разворачиваем работу вот таким образом, чтобы пико у нас было с правой стороны. И начинаем плести колечко. Вначале плетем первых 4 узла. Далее мы должны вот эти все кольца положить так, чтобы у нас первое колечко легло вот таким образом. То есть мы делаем оборот. И аккуратно выполняем соединение за пико от первого колечка. Так, доплетаем еще 4 узла. Далее мы выполняем переворот и плетем 4 пико 4, но уже с другой стороны, вторым челноком. Нигде не соединяя работы.
И вот посмотрите, что у нас получается. Если присмотреться, у нас уже начинает образовываться спираль. Вот она, небольшая спираль. Следующее колечко мы плетем точно так же. Смотрим, с какой стороны у нас есть пико от второго колечка. С этой стороны начинаем плести кольцо. Также не забываем, что после первых 4 узлов мы должны будем выполнить соединение. Смотрим, где у нас второе колечко, подкладываем его к пико. Вот здесь выполняем соединение. Плетем еще 4 узла, переворачиваем работу и доплетаем вторую половину колечка. Пока что у нас еще немного непонятно, что получается, но как только мы сплетем несколько рядов, у нас уже начнет вырисовываться работа. Плетем опять следующее кольцо. Кстати, эта схема будет очень хорошо смотреться, если плести ее из 2 разных оттенков ниток. Самое главное в этой схеме соблюдать последовательность. На мой взгляд, это самый простой способ вязания жгута. По мере плетения я буду показывать вам, что у меня получается. Хочу сделать колье, поэтому плести мне придется достаточно долго. Хотя схема и простая. За вечер сплести не получится, поэтому я буду отдельно вам показывать поэтапно, что у меня получается. Ну что ж, вот я и закончила плести полностью свое ожерелье. Оно, естественно, у меня, конечно, до конца еще не готово. Нам осталось буквально чуть-чуть. И вот что теперь нам потребуется. Я сплела нужную длину, и теперь нам нужно пройтись сквозь наш жгут внутри. Зачем мы это будем делать? Делать мы это будем для того, чтобы выровнять наши колечки. Посмотрите, при плетении они немножко мнутся. Все-таки не хватает жесткости ниткам, хотя они у меня достаточно жесткие, но этого не хватило. Поэтому я взяла подходящий по диаметру карандаш и просто пройдусь им сквозь весь жгут. Проходимся аккуратно. И стараемся не мять его после того, как прошлись. Я думаю, уже сейчас заметно, что жгут стал более ровным, но мы на этом не остановимся и будем теперь его желатинить. После того, как мы прошлись, далее надеваем снова карандаш на жгут. И теперь готовим раствор желатина. Я именно желатиню, мне больше такой способ нравится, для меня он намного проще. Развела водой и все, и готово. Не желатиним мы только вот этот кончик, его трогать мы не будем. И теперь я аккуратно начну проходиться по всем колечкам, пропитывая каждое. Не затрагиваем хвостик. Хочу также отметить, что скорее всего у вас изделие потемнеет, поэтому будьте к этому готовы. Тут сразу видно, где изделие вы пропитали, а где нет. Колечки у нас начинают сразу темнеть. Видите, цвет отличается. Кстати, все излишки я советую вам снимать обычной бумагой. Возьму обычную салфетку и немножко промокну. Смотрим, чтобы у нас не деформировались наши кольца. Это очень важно, потому что иначе они у нас высохнут кривыми.
Вообще я крайне редко животиню свои изделия. Обычно мне это не требуется, но вот со жгутом приходится проводить вот такие вот манипуляции. Все, и со второй стороны тоже оставляем немного незафиксированным кончик. Вот прям буквально один ряд колечек. Мы это делаем для того, чтобы нам было удобней сделать наконечники для нашего жгута. Так как все-таки у нас форма должна быть закругленной, я рекомендую взять вам обычную веревку, даже может быть провод, неважно. Самое главное продеть еще раз сквозь жгут. Все, после этого оставляем его полностью просохнуть. Теперь, пока у нас сохнет наш жгут, основа, мы сплетем 2 наконечника с каждой стороны. Они нам понадобятся, чтобы закрыть вот эти боковинки. Мы помним, да, что у нас здесь нужно также зафиксировать колечки, оставшиеся ниточки, которые у нас остались после плетения. Пока откладываем аккуратно в сторону. Наш жгут состоит из 4 лепестков по толщине, поэтому мы будем плести также 4-листник. Схему я пропишу вам здесь внизу. По ней мы плетем 2 наконечника. И вот наш первый листочек. Плетем таких всего 4 штуки. Не забываем последний соединить с первым. Хочу также вам показать, что я дополнительно буду вплетать замочек. Для начала я вплету карабинчик. То есть просто подкладываю его и прохожусь за основание. Итак, далее я просто притягиваю на место. То есть посерединке мы притягиваем наш карабин. И подтягиваем. Все. Этого более чем достаточно. Далее плетем следующие 2 кольца. Также сделаем, кстати, и со вторым нашим кольцом, за которое будет крепиться. Ну что, пока я плела 2 наконечника, вот так они у меня выглядят. У меня уже высох мой жгут. Ну, почти высох. Хотя нет, высох. Немного влажность, конечно, осталась, но в принципе, если аккуратно пришивать, то можно. Лучше, конечно, я вам рекомендую лучше дождаться полного высыхания. На всякий случай. До конца я вытаскивать пока что не буду. Оставлю только вот один хвостик и возьму один из своих наконечников. Покажу на примере с одной стороны, вторую сторону пришиваем полностью аналогично. То есть вначале нам нужно, вот у нас нить, которая выходит с внутренней части, с другой стороны у нас идет соединительное колечко. И здесь мы должны аккуратненько вшиться в самое первое кольцо. Его мы пришиваем на противоположную сторону, то есть мы должны закрыть жгут как бы. Пришиваем просто в любой узелок, который нам удобно. Все, далее мы накладываем и сгибаем аккуратно все наши колечки. То есть получается, каждый из колец, вот пико, который у нас здесь есть на наконечнике, должно пришиться в основание колец. То есть вот здесь, на стыке, где мы меняли челноки. Поэтому аккуратно
начинаем пришивать. Я это делаю постепенно, никуда не тороплюсь. Проходимся в узелки, как обычно я это делаю. Нить у меня тем более здесь очень тоненькая, ее будет незаметно, она в цвет. Далее, как только мы дошли до пико, мы проходимся сквозь него. А далее аккуратно прихватываем также колечко нижнее. И выходим в серединке. И так каждый лепесток. Ну что же, я уже вернусь к вам, когда у меня будет работа полностью готова. Я думаю, я минут за 15 справлюсь с этой работой. Ура! Наконец-то я закончила свое колье. Ух, ну и долго же все-таки оно плетется. И я хоть и думала, что наконечники будут пришиваться в течение 10-15 минут, это оказалось совершенно не так. Я потратила на них почти, наверное, целый час. Да, конечно, я смотрела сериал, но мы сейчас не об этом. Но все равно. Вот посмотрите, как оно выглядит. Вот сейчас мы его застегнем. Вот мои наконечники. Их я не желатинила. И вот такое вот колье получилось. Оно, смотрите, у меня уже стало упругим. Полностью высохло. Желатин отлично держит форму. Конечно, для такого колье все равно придется дополнительно иногда его укреплять. Я думаю, результат очень достойный. Это может служить как основой, например, для какого-то более большого массивного колье, например, здесь сделать несколько подвесок, кулонов, то есть все на ваше усмотрение. Ну что же, я надеюсь, что это видео было интересным и полезным для вас. Если вам понравилось видео, то не забывайте поставить мне пальчики вверх, а также подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии под этим видео, мне всегда интересно прочитать ваше мнение, я всегда прислушиваюсь к нему. А на сегодня я прощаюсь с вами, до новых встреч, пока-пока.